Вы удивитесь, узнав, что причины казни паши совсем не те, о которых мы знали ранее. Какими были отношения между Сулейманом и Паргали на самом деле? А главное, за что все-таки казнили пашу? И кто являлся его заклятым врагом в истории? Блестящие успехи Ибрагима паши, который добился многого, включая доверие и признание падишаха, привели его к власти великого визиря. Подчеркивается во многих источниках, что в результате огромных полномочий и привилегий Ибрагим паша оказался в состоянии опьянения от власти. Судя по его решениям и действиям, понятно, что именно это и стало причиной его смерти. Но не все так просто. В 1533 году султан Сулейман начал подготовку к военной экспедиции в Ирак и в конце октября отправил туда Ибрагима пашу, которому дал широкие полномочия. Но повелитель отправил Паргали не одного, а посоветовал ему взять советника. «Он образован, умеющий хорошо работать человек», — сказал Сулейман про Александра Челеби. Интересно, сможет ли Ибрагим, который считал себя главным из главнейших смертных людей над Сулейманом, принять к себе советника? Кстати, мы видели Челеби в сериале «Великолепный век». Помните? Можно говорить о 4 ключевых моментах, которые послужат поводом для казни Ибрагима. Первый из них – амбиции и наглость у власти паши. Второй – жена Сулеймана Хюррем Султан, считавшая Ибрагима угрозой для своих шехзаде. Третий – казнь Александра Челеби. Четвертый – Ибрагим паша подписал указ в качестве султана Сираскера во время своего пребывания в Багдаде. Из чего можно сделать вывод, как вы понимаете, что советник Александр Челеби хоть и попал в совет Ибрагима на войне, но долго там не задержался. Историк Ахмед Самширгил делает выводы о том, почему на самом деле был казнен Ибрагим паша. И, по его мнению, причина не в Хюррем Султан и даже не в том, что Паргали возомнил себя султаном. Неизвестно, сколько еще времени правил бы великий визирь, если бы не та казнь, которую он совершил в отношении Александра Челеби. Так что же случилось между двумя подданными султана Сулеймана? Дело в том, что между Ибрагимом пашой и Александром Челеби были очевидные разногласия. Как утверждает историк, разногласия между Ибрагимом и Челеби основаны на ревности великого визиря. В то время как у Паргали было 400 рабов, у Челеби их было 600, а также 7000 преданных ему с головы до ног людей. Челеби, по меркам Османской империи, был очень богат. Пожалуй, богаче него был только султан Сулейман. Ибрагим хоть и был богатым человеком, но не дотягивал до Челеби. Кроме этого, султан не просто предложил взять Челеби в экспедицию в качестве советника. По данным архивов, он назначил его и советником, и наставником Ибрагима паши. Такое почтенный раб, считавший себя втайне султаном, просто не мог пережить из-за своей гордыни. При завоевании Тебриза османская армия понесла большие потери. В них Ибрагим и обвинил Челеби. Он как бы нашел причину для казни, но на самом же деле он просто устранил соперника в своем дуэте с султаном. Ходят слухи, что это убийство Челеби и явилось спусковым крючком в принятии решения о казни великого визиря. Сулейман во сне увидел, как Александр Челеби подходит к нему и спрашивает, как султан допустил эту несправедливую казнь. После этого в судьбе Паргали падишах и поставил точку. Ибрагим был удостоен способу казни как член династии – султан или его шехзаде. Его не казнили лишением головы, как это было принято. Его задушили так, как будто он был членом царствующей семьи. Вся жизнь Ибрагима паши была сформирована султаном Сулейманом,
его покровителем. Простой раб Ибрагим, благодаря поддержке своего повелителя, стал самым авторитетным человеком в Османской империи. Некоторые ошибки, которые привели его к казни, не должны заставлять забывать о его достижениях и важном вкладе в развитие Османской империи в течение определенного периода времени. А как вы считаете, и согласны ли вы с утверждением, что причина казни Ибрагима Паши – это мания его собственного величия? А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку «Сообщество», где узнавайте еще больше про Османскую империю.